Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про беспроводный аккумуляторный ручной пылесос Jimmy GV51, который является продуктом с краудфандинговой площадки Xiaomi YouPin. Используя некоторое время в быту ручной пылесос Dermo DX800S, про который я недавно рассказывал, я настолько проникся концепцией, что решил попробовать беспроводные аккумуляторные версии для того, чтобы избавиться от проводов. Вариант беспроводного пылесоса от Roidme с интеграцией в Mi Home я снова проигнорировал из-за цены, а вот вариант с Jimmy GV51 мне показался интересным, я его и заказал. Основные характеристики пылесоса. Двигатель на 100 тысяч оборотов в минуту с силой всасывания 115 Вт. Сила всасывания в единицах давления 17 кПа. Общая мощность до 400 Вт. Встроенный аккумулятор на 2500 мАч напряжением 21,6 вольта. Емкость бака для мусора 0,5 литра. Пылесос оборудован HEPA-фильтром, который отсеивает 99,97% пыли. Шум при работе до 75 дБ. Заявленное время беспрерывной работы до 45 минут, а время полного заряда аккумулятора до 5 часов. Этот обзор будет разделен на три большие части. В первой части я расскажу комплект поставки, конструкцию, все основные параметры каждого аксессуара. Во второй части обзора мы проведем с вами практический тест, как убирает этот пылесос. И третья часть обзора будет посвящена автономности. Ну что ж, начали! Приехал пылесос в довольно большой коробке размером 70 на 25 на 20 см и весом чуть более 4,5 кг. Доставка вышла платная, в Украину $6. Внутри нее была еще одна коробка уже с изображением пылесоса и названием бренда. В одном из углов уже знакомый нам значок краудфандинга Xiaomi. На одной из сторон имеется наклейка с краткими техническими характеристиками, про которые я уже рассказал. Не забыл производитель и про ручку для переноски. Из магазина такую коробку будет легко унести. Упаковано все с умом, в коробке находится несколько пенопластовых вставок, благодаря чему все крепко держится на своих местах и по коробке не болтается. Всего в коробке находится 9 предметов, не считая конверта с документацией. В конверте находится инструкция по использованию и гарантийный талон от производителя. Причем инструкция полностью на китайском, хотя все можно понять и по рисункам, а гарантийный талон мультиязычный. Исходя из всего этого, можно заключить, что товар предназначен для внутреннего китайского рынка. Давайте рассмотрим все внимательно. Собственно, сам пылесос представляет собой пистолетную рукоять, в которую встроен двигатель. Внизу находится прозрачный бак емкостью пол-литра для сбора мусора. Бак имеет внизу откидывающуюся крышку, которая крепко держится на защелке, давая тем самым возможность быстрой очистки от мусора. На верхней части находится отверстие, через которое выходит прошедший систему фильтрации воздух. Отдельно идет сменный быстросъемный аккумулятор в пластиковом корпусе. Как я уже говорил, аккумулятор емкостью 2500 мАч и напряжением 21,6 вольта, который состоит из 6 элементов на 3,6 вольта. При прочей китайщине блок питания на 25 вольт, предназначенный для заряда аккумулятора, имеет обычную европейскую вилку. Вес основного модуля пылесоса в сборе с аккумулятором и емкостью для мусора чуть менее 1,5 кг. К пылесосу поставляется удлинительная штанга длиной 70 см нарядного красного цвета, на ощупь металлическая. Внутри штанги имеется провод для питания двигателей моторизованных щеток. Для контакта с аккумулятором пылесоса соединительные муфты оборудованы контактами. Аналогичным контактом, естественно, оборудована и муфта самого пылесоса. В комплекте имеется большая щетка для пола с большим чистящим валиком шириной 23 см. Валик щетки вращается благодаря специальному двигателю. Вес этой щетки составляет почти 750 грамм. Мягкая ворсистая поверхность позволяет отлично собирать даже мелкую пыль. Валик съемный и может быть приобретен отдельно. Для снятия нужно сдвинуть рычаг с правой стороны щетки, который высвобождает держатель.
На задней части щетки имеются дополнительные колесики, облегчающие ее движение по полу. Мощность двигателя 30 Вт. Вторая моторизованная щетка шириной 15,5 см и весом 300 грамм предназначена для уборки мебели. Она имеет валик, похожий на тот, что используется в роботах-пылесосах. Для того, чтобы не наматывать ткань, валик прикрыт пластиковой решеткой. В этой щетке валик тоже съемный, для этого нужно сбоку повернуть крышку и вытащить его наружу. На валике расположены две ворсовые и две резиновые щетки для сбора мусора. Мощность двигателя этой щетки 5 Вт. Также в комплекте поставки идут две обычные немоторизованные щетки, широкая и узкая. Они могут использоваться в двух вариантах, с щеткой и без, для чего имеется два фиксатора. Контейнер для мусора снимается полностью, для этого его нужно провернуть в бок, это удобно, таким образом его можно помыть. Воздух с пылью проходит сначала через фильтр грубой очистки, который останавливает все крупные частицы. Все снимается, чистится и моется. После этого воздух попадает в фильтр тонкой очистки, избавляющий его от 99,97% мусора. Далее очищенный воздух выходит наружу через выхлопное отверстие. Верхняя крышка съемная, под ней находится HEPA-фильтр. Мне нравится то, что доступ ко всем частям быстрый и безотверточный. Фильтр снимается и продается отдельно. Ссылки на аксессуары для пылесоса будут также в описании под видео. Для управления пылесосом служит кнопка курок на рукоятке. Если подключена щетка с двигателем, то сначала включается он, а потом двигатель пылесоса. На задней стороне ручки находится кнопка переключателя режимов, которая переводит пылесос из стандартного в форсированный режим. Для удобства хранения в комплекте есть настенный держатель. Для крепления на стену на нем есть два отверстия. Вопрос внешнего вида тут каждый уже решает для себя сам. Крепить следует на высоте более 70 см, чтобы пылесос помещался вместе с штангой. Кроме пылесоса есть еще и подставка для двух щелевых щеток. Пришло время для тестов. Для того, чтобы тесты были показательны, будем собирать что-нибудь заметное. Например, с темного пола, овсяные хлопья и кукурузную муку, смешанную с сахаром. Также посмотрим, как этот пылесос справляется с пылью. Испытания показывают, что даже в стандартном режиме уборки он прекрасно справляется с поставленной задачей.
И в этом немаловажную роль играет именно электрическая турбощетка. Вращающийся валик делает то, что обычные пылесосы делают при помощи силы всасывания двигателя. А так как здесь сила всасывания ограничена аккумулятором, то придумали очень хороший вариант в виде валика, который отлично загребает пыль и только потом уже пылесос ее всасывает. Поэтому тест на автономность работы аккумулятора я буду проводить как раз в стандартном режиме. При этом я подключу самую мощную 30-ваттную щетку. В качестве вывода могу сказать, что этот пылесос мне очень понравился. Честно говоря, я не ожидал от него такой прыти. Он и мощный, и компактный, и достаточно легкий, и времени автономной работы вполне хватает, чтобы брать квартиру. На сегодняшний день передо мной остались только два вопроса. Куда повесить держатель для пылесоса и заказать дополнительный аккумулятор сменный, на всякий случай. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.